Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Обожаю снимать такие ролики, как сегодня, потому что, ура, ура, заканчиваем грандиозный проект, который шили потихоньку больше года. Почему так долго? Да потому что для его создания использовали самые мелкие кусочки ткани, которые оставались от предыдущих работ. Все эти узкие полоски нашивались на основу. Некоторые заготовки нашили на бумагу, другие на полоски тюля, а основная масса на полоски клеевого флизелина шириной 7,5 сантиметров. Чем хорош клеевой флизелин, можно шить лоскутки ткани разной плотности, а после проклеивания утюгом горячим все прекрасно держится. Как дальше работать с этими лентами? Вариантов может быть множество. Из них можно собрать кайму к одеялу, или эта цветная вставка может украсить сумку или декоративную подушку. Фантазии нет предела. А в этот раз мы эти ленты нашиваем на квадраты из клеевого флизелина по диагонали. Размер квадрата 22 на 22 сантиметра, а длина цветной ленты с запасом 32 сантиметра. Естественно, у вас могут быть свои размеры. С обеих сторон эти ленты обшиваем полосками светлой ткани шириной 7 сантиметров, а потом закрываем оставшийся уголок темно-синим треугольниками. Все эти подробные видео уже есть на канале. Раскладку из этих блоков можно придумать самую разную, но мне захотелось попробовать вот такой вариант пошива. Всего здесь 48 блоков, раскладка 6 на 8. Размер получился 126 на 165 сантиметров. А теперь будем увеличивать наше одеяло за счет широкой каймы. Выкроем широкие полоски и обошьем ими со всех сторон нашу заготовку. Когда топ, верхняя часть, будет готова, можно приступать и к сборке сэндвича и простегиванию одеяла. Вы знаете, что обычно используют синтепон, но сейчас мне захотелось поработать с новым наполнителем. Называется он Julitex. Julitex – это наш российский ответ зарубежным аналогам Slimtex и Тинсулейту. Премиальный утеплитель Julitex выпускается в двух вариантах – стандарт и термо. Julitex стандарт, он более плотный, волокна в нем сильнее переплетены и выпускают его разной толщины. Для каждого вида изделий можно подобрать свой вариант. Самый тонкий подойдет для пошива сумок и косметичек, а самый толстенький может стать прекрасной основой для коврика. И, естественно, все виды утеплителя подойдут для пошива одежды и легких осенних курточек, и теплых зимних пуховиков, и горнолыжных костюмов. А для утепления лоскутного одеяла возьмем Julitex Thermo. Он толстенький, толщину возьмем 150. Чем он хорош? У него гладкая поверхность, он не растягивается и не пушится. И самое главное, сохраняет объем после утюжки. Он плотный, но легкий, и с ним очень легко и удобно работать. После синтепона это просто чудо. Знаете, девочки, я, наверное, уже устала ползать по полу, скалывая все слои сэндвича между собой.
топ, утеплитель, бэк. Тем более, когда огромное лоскутное полотно. А в этот раз решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Сложила вместе лицом к лицу цветную лоскутную часть и ткань для обратной стороны. Прошила их по периметру, как пододеяльник, потом подшила утеплитель. А дальше все уворачиваем, расправляем и подтягиваем. Закалываем изогнутыми английскими булавками для квилтинга. И начинаем все прошивать, простегивать. Полотно у меня большое, а машинка маленькая, бытовая. Стежку делаем самую простую в шов. Наша задача на этом этапе – скрепить между собой все 3 слоя. Поэтому для начала прошиваем прямыми линиями, а уже дальше при желании можно будет придумать что-то интересное. Кстати, утеплитель себя прекрасно показал, лежал ровно, никуда не сдвигался. И смотрите, какая красота у нас получилась. Длина одеяла 2 метра 5 сантиметров. Ширина 166. Ярко, необычно и очень красиво. А ведь в основе лежали ленты, заготовки из мелких лоскутков, которые мы готовили не торопясь, потихоньку. И все-таки настал их звездный час. Ну что, мои хорошие, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.